Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду рассказывать про еще одно устройство из системы «Умный дом» Xiaomi, точнее производство Aqara для умного дома Xiaomi. Это шлюз, его еще называют шлюз третьей версии, называется Condition Companion, который совмещает в себе также функции розетки управляемой и инфракрасного контроллера. Что же это такое, мы сейчас и посмотрим. Коробка весьма компактная, я ожидал, что она будет как-то побольше. Вот. Видите, на самом деле шлюз этот весьма такой небольшой. Я его сейчас достану. Вот. Такая вот небольшая коробочка. Чтобы было понятнее его размер, я рядом поставлю обыкновенную вот смарт-розетку. Видите, он не намного больше, чем простая розетка. Я думал, он будет немножко побольше. Также стоит обратить внимание на то, что его штыри значительно толще обычных. Вот если поставить рядом, я сейчас так вот попробую в ширину и приблизить. Видите, насколько, вот даже если так приложить, он шире значительно, может не подойти к обычным розеткам. Если попытаться всунуть его сюда, он просто-напросто не влезет. Зато наоборот, все влазит вот так. Видите? Ой, да, как-то даже оно не до конца, какая-то не очень глубокая эта розетка. Вот, ну, по крайней мере, влазит. Сейчас я замеряю размеры. Так, немножко грохочу, извините, оно в принципе квадратное и имеет примерно 6,5 сантиметров длину стороны, а в толщину, видите, да, 3,5 сантиметра. И что характерно, вот ширина 8 миллиметров каждой вот этой вот ножки. Я знал по поводу ширины вот этих ножек, так как видел обзоры, и у меня для подключения есть вот такая вот розетка Legrand. Я про нее уже когда-то рассказывал в своих обзорах про бойлер. И в эту розетку входит этот шлюз прекрасно, как родной. Вот и я буду к ней, пожалуй, и подключать. Подключение к Mi Home. После включения питания приложение Mi Home обнаруживает новое устройство и предлагает подключить его. Процесс стандартный, необходимо ввести лишь пароль от Wi-Fi сети. В самом приложении появляется квадрат шлюза, имеет соответствующую иконку, причем только одну. Напомню, что круглый шлюз имеет их целых 3, отдельно радио, подсветка и сигнализация. Сразу же после подключения прилетает обновление прошивки, здесь также все стандартно. Выбираем и ждем, пока загрузится новая версия. После подключения шлюза скачивается плагин управления. В большей части он похож на плагин круглого шлюза, но имеются отличия. Первое окно вместо управления подсветкой – управление кондиционером, который сначала нужно добавить. Второе окно – Gateway. Делится на два раздела – радио и сигнализация. В них отличий с плагином круглого шлюза нет. Окно автоматизация, где будет находиться список сценариев, в которых участвует шлюз, имеет только две категории настроек – сигнализация и дверной звонок. В них настраиваются параметры срабатывания соответствующих режимов, какие датчики участвуют в них, задержки и так далее. Здесь разницы с круглым также нет. На всякий случай скажу, что все датчики, находящиеся в вашей системе Mi Home, пусть даже и подключенные к другому шлюзу, взаимодействуют друг с другом и с шлюзами. То есть в качестве сигнального датчика к шлюзу Aqara можно подключить, например, датчик открытия, управляемый при помощи шлюза Xiaomi. Категории по управлению освещением и будильником, как в шлюзе Xiaomi, отсутствуют. Вкладка Device отображает список подключенных к Zigbee устройств и позволяет подключать новые, отключать старые. Забегая вперед, скажу, описываемый шлюз не имеет режима разработчика и не подключается к системе Domotix. Есть вариант, правда, пакет Mio, но я еще не пробовал. Поэтому те датчики-кнопки-выключатели, которые не участвуют в сценариях Domotix, я отключил от своего первого круглого шлюза и переподключил к герою обзора.
То есть сейчас у меня ZigBee устройство сгруппировано на две части. На круглом шлюзе управляемая Domotics, а на Aqara работающая в сценариях Mihom. Меню настроек содержит в себе, кроме стандартных пунктов, еще меню подключения кондиционера, о котором я расскажу чуть дальше, а также таймер его срабатывания в зависимости от времени и дня недели. Вкладка Live перекидывает на какую-то странную страницу на китайском, что-то рассказывается про умный дом. Подключение кондиционера. По нажатию на кнопку Air Condition на первой странице приложения или через пункт меню появляется мастер подключения, предлагающий три варианта. Автоматическое подключение, подключение по пульту дистанционного управления или ручное подключение. Вне зависимости от того, что вы выберете, следующей страницей будет выбор бренда кондиционера с длинным списком названий на китайском. Подумав, я выбрал автоматическое подключение, ткнул в первый же в списке бренд на иероглифах и попал в окно, аналогичное для приложения Mi Remote. Ряд вариантов кодов пультов, и необходимо нажимать на кнопку на экране до реакции кондиционера. Мне повезло. Практически сразу кондиционер Cooper & Hunter среагировал на нажатие. После этого первая страница плагина превратилась в полноценный пульт управления кондиционером со всеми режимами, включая управление закрылками, отображением текущего режима, температуры и радиусом действия по всему земному шару, где есть интернет. Дополнительно, если кондиционер подключен через вилку шлюза, плагин подсчитывает расход электроэнергии. Полный набор опций у программного пульта довольно большой, в моем случае полностью покрыл возможности родного пульта. Но если в загруженном пульте чего-то не хватает, можно добавить нужную опцию вручную, нажав кнопку «Добавить» и выбрать опцию «Добавить состояние кондиционера» и обучить шлюз недостающим состоянием. Также можно добавить и другое устройство, управляемое при помощи ИК-пульта, тем самым получив аналог инфракрасной шайбы от Xiaomi. Сценарий. В лучших традициях жанра большинство опций в меню сценария не переведено. Поэтому я взял на себя труд перевести их на русский язык. Итак, шлюз, разумеется, может работать только как действие сценария, условием быть не может. Вариантов действий довольно много. Главное меню содержит 5 пунктов. Управление кондиционером, сигнализация, радио, проигрывание мелодий и контроль других устройств. По порядку. Управление кондиционером – это единственное меню, содержащее хоть что-нибудь переведенное на английский. Английские опции я переводить не стал. Последняя опция на иероглифах – это активация кодов, которые записаны вручную через меню «Добавить». Режим сигнализации. Здесь все понятно. Включить, выключить и переключатель. Включено-выключено. Настройки, тревожные датчики, задержка постановки задаются в окне «Автоматизация», про которое я упоминал выше. Режим радио. Можно назначить управление радио на кнопку или кубик. В случае кубика будет доступна плавная регулировка звука на действие Move on a Plane. Финт с ушами, позволяющий слушать локальные радиостанции от проекта Semigara.ru, тоже работает. Правда, в Украине после блокировки интернет-ресурсов уже нет. Проигрывание мелодий позволит назначить на какое-нибудь условие, например, открывание холодильника в ночное время, любую из предустановленных мелодий, например, сирену авианалета. Управление другими устройствами, если вы обучили шлюз еще каким-то командам, например, с пульта телевизора, можно назначить, например, на беспроводную кнопку действия «Включить или выключить телевизор». Еще раз уточню, что шлюз в системе Domotics по рецепту шлюза Xiaomi не подключается, у него нет режима разработчика. Хотя есть проекты, которые теоретически позволяют это сделать, пока не пробовал, утверждать не буду. Так как я неоднократно упоминал про круглый шлюз Xiaomi, то внизу под описанием этого видео будет ссылка на мой видеообзор этого шлюза. Делал я его еще в начале февраля и имел значительно меньше запознаний по теме, чем сейчас, так что прошу извинить, если там чего не хватает. На этом я буду заканчивать свой обзор. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если у вас будут возникать вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. До свидания.